Всем добрый день! Сегодня я хотел бы вам рассказать про такую вещь, как дроппер, и как подобрать дроппер оптимальной длины и какие сложности и нюансы при этом могут возникнуть. Вкратце про то, что вообще такое дроппер, если вдруг кто-то не в курсе. Дроппер – это регулируемый подседельный штырь, который позволяет при помощи управления штырем быстро регулировать высоту седла. Соответственно, это, например, поднятое положение, это опущенное положение. Значит, для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы можно было на велосипеде с одной стороны сидеть на оптимальной для кручения педалей высоте, но при всем при этом иметь возможность быстро опустить седло. Идеальным случаем будет подобрать такой дроппер, чтобы седло в нижнем положении было максимально низко к раме. То есть, грубо говоря, как у дёртового велосипеда. Вот. Но это не всегда достижимо. И дальше я расскажу, какие могут возникнуть проблемы. Вот. Значит, еще пару слов про дроппер. Дроппер был массово представлен на рынке в классическом его виде где-то, наверное, лет примерно 15 назад. С тех пор довольно активно развивался. По сути, дроппер – это, наверное, самое такое великое изобретение велосипедной индустрии за последние лет 25, потому что оно позволяет качественно поднять уровень катания. Все остальное, как бы, у велосипедов за последние 25 лет, по крайней мере, у горных, не менялось. Дроппер – это реально качественная штука, которая изменила современный велосипед. Причем сейчас дроппер приходит уже, в МТБ он уже, очевидно, пришел. Сейчас дроппер активно приходит в велосипеды Gravel. Примером тому служит то, что Shimano уже выпустила пистолеты с управлением дроппера. Фирма Fox выпустила линейку штырей для Gravel 27,2. Единственное, для меня это загадкой, почему не ход 50 или 70 мм. Вот, потому что, в принципе, горный велосипед тоже начинал с небольшого хода. Возможно, потом тоже придет к тому, что штырь будет опускаться максимально вниз. Теперь поговорим о том, как отличаются дропперы по виду активации, собственно говоря, механизма. У нас вот тут некоторое количество дропперов представлено, не представлена только одна модель, когда управление дроппером находится вот здесь вот на самом дроппере такая рычаг. Соответственно, просто здесь нажимается рычаг, и в этот момент вы либо встаете вместе с седлом, оно поднимается вверх, либо, соответственно, садитесь, и оно опускается вниз. Это простейший способ, но он крайне неудобен, потому что, во-первых, надо вам снять одну руку, как-то ее между ног просунуть. В общем, такие штыри сейчас никто не делает. Принципиальная разница бывает такая, что подводка рубашки идет внешняя, например, вот как на этом штыре, она идет к движущей части. Это не очень удобно, потому что при складывании штыря рубашка, которая уходит вниз, может попасть в покрышку и так далее. Это довольно неудачное решение, от него тоже сейчас, в принципе, отошли. Второй вариант внешней подводки – это когда управляющая рубашка с тросом подходит к фиксированной части штыря. Это гораздо удобнее, потому что положение штыря не влияет на то, куда подходит рубашка, то есть она зафиксирована. Вот, чем это хорошо? Это хорошо для старых рам, у которых несовместимы со скрытой подводкой. Либо, вот недавно я видел видео про переделку Клейна в Gravel, там они очень удачно обыграли вот этот узел снаружи, где рубашка уходит дальше в раму. Но в целом, конечно, и с точки зрения эстетического, когда ничего снаружи к штырю не подходит, это более красиво. Поэтому были придуманы штыри со скрытой подводкой. Классический штырь со скрытой подводкой. Внутри рамы рубашка с тросом заходит к нижнему краю штыря, где натягивается рычажок, и штырь поднимается. Штырь давно не использовался, поэтому немножко закис. Само собой, рама должна быть совместима с прокладыванием рубашки с тросом внутри нее, ну, либо можно сделать маленькую аккуратную дырочку. Несколько подобных апгрейдов старых рам, насколько я знаю, в мастерской делали. От маленькой дырки в раме ничего радикального к жесткости рамы не будет. Теперь о том, как подобрать длину дроппера
для вас и вашего велосипеда. Какие два паразитных фактора у нас есть? Первый – это та часть штыря, которая торчит над рамой и является корпусом самого штыря. И вторая часть – это от конца телескопа дроппера до, собственно говоря, замка, где находится рамка седла. У любого штыря эти два элемента есть, просто они могут быть немного разных размеров. Еще раз, как выдвигается седло. Вот. У данных двух штырей наглядно видно, что у Байкьока паразитный фактор меньше, чем у Brand-X. То есть при прочих равных у Байкьока можно сделать будет ход на 1 см больше, потому что здесь его съедает эта часть. Некоторые компании отдельно указывают, что у них влияние вот этих вот паразитных факторов минимально, выставляют как свое конкурентное преимущество. Например, я так увидел у компании OneUp. Вот. Или, например, посидельный штырь Command Post View от Specialized. В силу уникальности конструкции часть от конца телескопа до замка вообще очень большая, потому что тут по сути находится телескоп в телескопе и позволяет менять угол седла. Про этот штырь было видео на канале, ссылочку дадим. Значит, с обычным посидельным штырем вы выставляете седло на ту высоту, на котором максимально удобно и комфортно крутить педали. И замеряете расстояние от рамок седла до среза подседельной трубы. Это то расстояние, на которое в идеале опускалось бы седло. Из этой цифры вычитываете два обозначенных ранее паразитирующих фактора и получаете ту длину телескопа, которая бы в идеале вам подошла. Полученную длину хода надо округлить в меньшую сторону, потому что если ход штыря будет чуть больше, чем вам нужно, то это будет вам некомфортно, вам каждый раз нужно будет седло чуть опускать. Практика показывает, что это очень неудобно. Лучше штырь чуть-чуть выдвинуть, потерять сантиметр хода, но штырь будет выдвигаться до конца на ту длину, на которую вам нужно. Все вышесказанное актуально для той части, которая находится над велосипедом. Соответственно, специфика нижней части штыря и рамы тоже вносит коррективы. Не всегда получится штырь затолкать до конца в раму. Какие конструктивные моменты могут ему помешать? Ну, во-первых, у каждого штыря есть этот механизм, собственно говоря, управления. Например, у этой рамы. Вот мы опускаем штырь вниз, и штырь просто упирается в загиб рамы. Все. Для этой рамы с этим штырем ниже опустить не получится. Вот еще хочу показать полуразобранный велосипед, но как раз хорошо, что он без колеса. Тут четко видно, что изгиб трубы может быть не только в плоскости сбоку, но и в плоскости колеса. У меня был Cannondale, у которого вот этот изгиб был еще выше и прям сильно в сторону. Кстати говоря, про этот штырь хотелось бы упомянуть отдельно, потому что это RockShox Reverb, беспроводной электрический штырь, который имеет все преимущества как штырей с внешней подводкой, то есть у него ничего дополнительного нету, он запихнется ровно настолько, насколько запихнется, ничего подводить не надо, никаких механизмов нету. Это первое. Второе, что он не требует вообще никаких тросов рубашек, потому что управляется беспроводной монеткой, то есть у штыря стоит вот здесь батарейка, и штырь по нажатии монетки на руле открывает клапан и поднимается или опускается. Еще один пример рамы, которая конструктивно несовместима с дропперами. Во-первых, она в принципе конструктивно несовместима с дропперами со скрытой подводкой, потому что сама длина подседельной трубы, она минимальная, вот так, наверное, лучше будет видно. Вот, более того, она настолько маленькая, что у некоторых штырей риск min-insert находится выше. И, конечно, этот велосипед проектировался давным-давно, никаких дропперов тогда не предполагалось. Вот. Ну вот, например, опускаем штырь, который, в принципе, с ней можно использовать. Вот, все, это нижнее положение штыря. И никак его глубже уже туда не запихнешь. То есть в опущенном положении штырь будет как-то, седло будет стоять как-то вот так вот. Ну, лучше, чем его отсутствие. Есть такая компания 8pins,
которая делает интегрированные дроперы с ходом до 260 мм. Вот. Как таковые они отдельно не поставляются, то есть они применяются для некоторых рам как интегрированное решение. И это на самом деле очень удобно, потому что сводится к минимуму паразитирующие эти факторы. Вот. Штырь загоняется прям вот под корень. Высоту можно регулировать, там мощная толстая труба стоит. Почему, на мой взгляд, важно, чтобы седло опускалось максимально вниз? Потому что это обеспечит максимум подвижности тела над рамой при прохождении технических участков. Некоторые компании и некоторые мои знакомые с этим не согласны, потому что, например, компания BMC делает интегрированный штырь, довольно интересный, он овальный в сечении, то есть очень хорошая торсионная жесткость у него, но ход маленький. Считается, что для кантри этого достаточно, и не нужно опускать штырь максимально вниз, но мы будем придерживаться той точки зрения, что чем ниже, тем лучше, потому что вы всегда можете выбрать любое положение промежуточное. Вот, например, в кадре, наверное, одна из первых рам, ну, по крайней мере, компании Intense, которая была спроектирована под установку дропера со скрытой проводкой, причем такое ощущение, что сделали они это, запрыгивая уже в последний вагон перед продакшеном рамы. На самом деле тут все гораздо иначе, история чуть глубже. Давным-давно это была моя рама, вот здесь стоял флягодержатель, и предыдущий владелец мне сказал, что рама совместима со скрытым дропером, я никак его не мог найти. И даже писал в Intense, они мне написали, где его искать, потому что здесь была такая пластиковая черная заглушка, и под флягодержателем ее даже особо и видно не было. Недостаток решения очевиден, что оно находится в таком месте, что вся грязь, вода будет попадать в раму с любым дождем. В следующей версии они это исправят, и сейчас я это покажу. Но в чем преимущество такого решения, что несмотря на то, что рубашку довольно сложно завести, к тому же она, по сути дела, большую часть пути все-таки проходит снаружи рамы, опять же, потому что, видимо, на последнем этапе это решили запихнуть ее внутрь. Здесь она довольно сильно перегибается, ее не очень легко пропустить, но зато у этой рамы можно опустить практически любой штырь до самого низа, и механизм совершенно ничего не будет мешать. Вот. Получается, что чем-то данное конструктивное решение даже лучше, чем у более обновленной рамы. А вот, например, родной брат предыдущей рамы. Видно, что подводку дропера перенесли сюда, соответственно, оно гораздо более удачно с точки зрения залета туда грязь и так далее, но есть и недостатки, как то, если дропер опустить максимально вниз, то становится очевидно, что с учетом вывода рубашки, здесь она, скорее всего, будет идти на излом, потому что тут как бы толстый карбон, она там как-то проходит, и, возможно, прям вплотную вниз опустить дропер в раму не получится. То есть, если бы эта дырка была бы, скажем, здесь ниже, то пространство было бы больше. Так, еще один довольно распространенный фактор, который может помешать глубоко запихнуть дропер. Это бонки флягодержателя, установленные на подседельной трубе. Получается, что мы заталкиваем дропер и упираемся внутренней частью цилиндра внешней обоймы дропера внутри в эту бонку. Ну, как вариант, можно бонку просто высверлить и поставить дропер ниже. Потому что из-за неиспользуемой бонки, потому что обычно обходятся все одним флягодержателем, не использовать дропер на весь ход, это слишком велика утрата, чем выстрелить одну бонку, в конце концов ее всегда можно перед продажей потом поставить обратно. Удачный пример изгиба трубы. То есть наглядно видно, что если мы опустим дропер до низа, то даже без необходимости места под механизм уже видно, что он упирается в изгиб трубы. Причем эта проблема усугубляется на велосипедах больших ростовок, потому что идет общий тренд борьбы с заборами, и велосипеды становятся максимально опущенными с низким стендовером. Вот, а на великах при этом ростовок там LXL. Получается, что дроперы сейчас есть по 210, 220 и более миллиметров. И получается, что нижнюю часть, длинную, так или иначе, надо куда-то прятать. И если вот будет такой элемент... да, кстати, еще один момент. Что помимо того, что здесь сама труба идет под изгиб,
Тут еще варена ось, и она тоже будет ограничением. То есть штырь упрется даже не в изгиб раньше, а во всю ту сварную конструкцию, которая здесь стоит. По поводу неудачных решений вывода тросика дропера, у Track Remedy 8 2014 года отверстие вывода тросика выводит этот тросик вниз между перемычкой нижних перьев и кареточным стаканом. И в этом месте тросик протирает перемычку перьев. Велосипедная индустрия идет по пути того, что велосипедные рамы становятся менее забористые. Вот эта линия, получается, все опускается ниже и ниже от выноса до задней оси. Кроме того, естественно, производители закладывают в рамы тот факт, что в раму будет ставиться дропер, и вот этих проблем, которые обозначены выше были, их все меньше и меньше. И, соответственно, увеличивается ход дропера, потому что заталкивается ниже. Если там условно 5 лет назад дроперы были там 100, 125, иногда 150 миллиметров, сейчас компания OneUp презентовала штырь длиной 240 миллиметров хода. Ну вот на эту раму, например, наверное, он был бы даже оптимально. Ну, лучше, чем этот, по крайней мере. В данном видео я не стал рассказывать про то, что штырь бывает разного диаметра. Об этом было отдельное видео. Также я умышленно не стал рассказывать про конструктивные особенности штырей. Я имею в виду, какой тип пружины стоит, воздух или пружина и так далее. Это все не имеет никакого отношения к теме данного видео. Данное видео было про подбор оптимального штыря с точки зрения максимального его хода под ваш велосипед. Если у вас возникают сложности самостоятельно подобрать штырь, смело обращайтесь в мастерскую, вам помогут. Это много времени не займет, совершенно бесплатно. Вот. Ну а я надеюсь, что свой повседневный штырь вы подберете, найдете, поставите. Катание ваше станет более приятным и качественным. Скоро весна. Всем катать. До встречи на трейлах.